Сегодня у нас такая тема инвестиции. Попробуем копнуть глубже, разобраться в самых основах, опираясь на материалы, что это вообще такое. Чем от трейдинга отличается? Какие подходы бывают? Ну и как наши эмоции, так сказать, влияют. В общем, такой концентрированный разбор для тех, кто хочет быстро, но основательно вникнуть. Да, давайте сразу с ключевого. Инвестирование и трейдинг это, как бы совсем разные вещи. Инвестирование это долгосрочная история. Представьте, сажаем дерево, ждем плодов. Там на пенсию копим или на большую цель. Покупаем активы, акции, облигации, может, фонды какие-то и держим годами. А трейдинг это спринт. Это попытки заработать на коротких движениях цены. Купил, продал, разница именно во времени, в целях. Инвестор растит капитал, а трейдер, ловит волну. То есть если выбрал путь инвестора, то это стратегия «купи и держи», да? Про которую много говорят. И сложный процент еще, то есть регулярно вкладывать, по чуть-чуть, независимо от рынка. Именно так. Регулярность – это ключ. Это усреднение долларовой стоимости, как его называют. Покупаете и когда дешево, и когда дорого, и со временем цена покупки сглаживается. Выходит выгоднее, чем пытаться угадать дно. И важный момент. Главное – время на рынке. То есть как долго вы в нем участвуете. А не выбор момента для входа. Не попытка поймать идеальный момент. Исторически просто быть на рынке долго – это работало лучше. Звучит просто. Но тогда почему не все успешно инвестируют, если рецепт такой, понятный? В чем подвох? А тут самое интересное начинается наша психология. Это прям отдельная наука, поведенческие финансы. Есть пара ловушек. Первое, они еще Канеман и Тверский писали, это неприятие потерь, loss aversion. Грубо говоря, потерять 1000 нам в 2 раза больнее, чем приятно заработать ту же 1000. Ого! То есть страх потерь мешает? Очень мешает. Из-за этого страха люди часто что делают? Паникуют на спадах рынка и продают хорошие активы себе в убыток. Хотя логичнее было бы, или переждать, или даже докупить подешевевшее. Получается, сам себе враг. В каком-то смысле да. И еще один эффект стадный. Herd effect. Все побежали покупать какие-то модные акции, и мы тоже бежим, не думая. А нам это вообще подходит, к нашим целям, к нашему риску. В общем, нужна эмоциональная дисциплина. Без нее никак. Да уж, звучит знакомо. А про стратегии еще упоминали. Там же разные есть. Дневная торговля, свинг, подходит новичку. Это очень индивидуально. Зависит от целей, от времени, которое готовы тратить, от терпимости к риску. Но, как правило, большинство советует начинать с долгосрочного инвестирования. Оно, менее нервное и требует меньше активного участия. Для старта самое то. Логично. Но риски все равно есть. Как ими управлять? Обязательно. Управление рисками – это фундамент. Даже если стратегия «купи и держи», нужен план. Зачем инвестируем? Какой риск приемлем? Но главный инструмент, конечно, это диверсификация. Об этом и Forbes пишет, и вообще все. Та самая история про яйца и корзины. Она самая. Не класть все в одно место. Распределять деньги по разным активам, по разным странам, разным секторам экономики. Идея в том, что они по-разному реагируют на события. Одно падает, другое может расти. Риск снижается. То есть в портфеле должны быть и акции, и облигации какие-то? Да, например, это могут быть акции местные, международные, облигации, краткосрочные инструменты, чтобы портфель был устойчивее. Так, с теорией вроде понятней. А практически, что новичку делать? Какие первые шаги? Советы такие. Первое – начать. Пусть с небольшой суммы, но регулярно. Главное – начать и делать это постоянно. Время на рынке помним, да? Второе – выбрать надежного брокера. Третье – посмотреть на низкозатратные индексные фонды. ETF. ETF. Это как бы готовый набор акций. Да, по сути так. Фонд, который просто повторяет состав какого-то индекса. Покупая одну бумагу фонда, вы сразу инвестируете во все компании индекса. Это просто дешево и сразу дает диверсификацию. Ну и книги, конечно. На Reddit советуют что-то типа «Простого пути к богатству» или маленькой книги о разумном инвестировании. Классика для начинающих. Отлично. Так, значит, если суммировать наш разбор. Ключевое. Понимаем разницу между инвестициями и трейдингом. Помним про психологию, про наши эмоции.
Управляем рисками, план и диверсификация. И начинаем с малого, но регулярно. Возможно, через ETF. Правильно? Абсолютно верно. Все основные моменты охватили. И вот, знаете, в завершение одна мысль, которая тоже проскальзывает в материалах, особенно по этике инвестирования. Мы обычно думаем про доходность, про риск, а как же личные ценности? Должны ли они влиять на выбор, куда вкладывать деньги? Ну, то есть, готовы ли мы инвестировать в компании, чья деятельность, скажем так, нам не очень близка этически? Это ведь тоже важный вопрос. Есть над чем подумать.